На 90-е годы пришелся рассвет модельного бизнеса. Топ-модели были настоящими богинями, которым подражали и поклонялись. Их лица смотрели со всех обложек, а гонорары были больше, чем у самых знаменитых актрис Голливуда. Как же сейчас выглядят красотки 90-х? И как с годами изменилась их красота? Юную Синди известный фотограф случайно увидел в местной газете и предложил ей контракт. Ее выразительные карие глаза, каштановые волосы и фирменная родинка сделали ее одной из самых востребованных моделей. Она была первой моделью, согласившейся сняться обнаженной для Playboy, а за время работы попала на обложки более 600 популярных журналов планеты. Она и сейчас роскошно выглядит и продолжает сниматься. В юности Клаудия была настоящей отличницей. Занималась музыкой и балетом и мечтала стать юристом. Но однажды в одном из ночных клубов девушку заметил директор модельного агентства и сразу предложил ей контракт. В 27 лет Клаудия стала международной суперзвездой и была названа экспертами и журналистами в числе 10 самых красивых женщин мира. Сейчас бывшая топ-модель и мать 3 детей предпочитает здоровый и размеренный образ жизни и редко дает повод для сплетен. В 14 лет Кейт заметила в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке директор лондонского агентства Storm Сара Дукас, которая пригласила ее попробовать себя в качестве модели. И уже через 2 года Кейт появилась на обложке журнала Face. Долгое время сотрудничала с американской маркой Calvin Klein, что и сделало ее супермоделью. Популярностью Кейт наступила эпоха очень худых моделей-подростков. Именно с середины 90-х на подиумах мира стали появляться все более юные девушки-модели, чей возраст не превышал 16 или даже 14 лет. За свою карьеру Кейт Мосс участвовала во многих кампаниях и показах известнейших домов моды, являлась лицом косметического бренда, а также линии одежды. Сейчас Кейт периодически снимается в кино в небольших ролях. В детстве Кристи никогда не думала о карьере в индустрии моды. В возрасте 13 лет она была одержима лошадьми и тренировалась каждый день. Примерно в это время ее заметил фотограф Дэнни Коуди, которому ее родители неохотно дали согласие, чтобы та работала моделью. Кристи сначала не воспринимала новые занятия серьезно. Она думала, что работа моделью будет приносить ей деньги для занятия конным спортом. Среди достижений Кристи – это съемки более чем в 500 обложек журналов, миллионный контракт с Maybelline и статус самого успешного лица Calvin Klein за всю историю бренда. 2 января Кристи Тарлингтон исполнился 51 год, но со временем она стала лишь более прекрасной. На первые съемки Наоми полетела уже в 16 лет, и не прошло и пары месяцев, как она стала востребованной моделью. Она стала первой чернокожей девушкой, снявшейся для обложек французского и английского Vogue и журнала Time. А за всю карьеру появилась на обложках более 500 журналов. Кэмпбелл за ее поведение иногда называют «черной пантерой». Ее много раз арестовывали и вызывали в суд за оскорбление и применение физической силы в отношении своих помощников и обслуживающего персонала. Сейчас в свои 49 лет Наоми активно занимается модельным бизнесом, но вот только теперь в роли наставницы. В 17 лет Ева поехала на каникулы в Прагу. По совету близкой подруги пошла на отборочный конкурс парижского модельного агентства Madison, где прошла отборочный тур. Первых успехов добилась в 1989 году. Модель заключила контракт с L'Oréal на рекламу. С ней работало много известных фотографов, но настоящая слава пришла к ней после подписания контракта с Вандербра, известной маркой белья. К 47 годам Ева преобразилась в роскошную даму. С 2002 года она состоит в браке с бизнесменом Григорио Марсиай. У пары есть 3 сына. Нидерландская супермодель, известная как одна из ангелов Victoria's Secret. Она боролась за звание самой красивой блондинки 90-х, но проиграла из-за неустойчивой психики. По тем временам ее зарплата была баснословной. К
2000 году, когда на счету Карен было около 10 миллионов, она дала официальное заявление об окончании карьеры. Затем последовали странные интервью, где модель рассказывала об отце, который растлил ее в детстве, и о закулисной правде модельного бизнеса. Ее высмеивали все, кому не лень. В итоге родители Карен отправили ее на лечение в психиатрическую клинику, а когда модель вернулась, стала вести затворнический образ жизни. В 18 лет Хелена без особых усилий завоевала титул «Мисс Дания», а затем отправилась на конкурс «Мисс Вселенная». Там ей не удалось победить, но члены жюри отметили ее великолепные внешние данные. В 90-х Хелена вошла в десятку топ-моделей и в число муз Джанни Версаче. У модели было множество громких романов с Джошем Хартнеттом, Леонардо Ди Каприо и другими. У модели есть взрослый сын, которого она родила от американского актера Нормана Ридуса. Она поддерживает прекрасную форму и до сих пор снимается для обложек журнала. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай нам свои интересные истории или фото. Все ссылки в описании.